В этом выпуске какой рез поставил Касим на своей обновленной Газели, расскажем о приключениях Тёмы и Вити в Ростове на Тренахе и Хаммере и какой ущерб нанес пожар компании Альфард Групп. Всем привет, друзья! Да, это случилось. После длительного отсутствия на экранах, самый легендарнейший автомобиль, самый вечный, все еще самый популярный, да, кто не понял, я про нашу Тренаху, она снова в строю. Все как в старые добрые времена Loud Sound, по которым многие так скучали. Тренаха, Тёма и валево по городу. Хоть на большей части России все еще зима, в Ростове уже ранняя весна. Поэтому тут грех не опустить окна и повеселить народ на улицах города. Чем, собственно, Тёма на парусвите и занялись. Заплатив Саше установленную сумму в 1300 рублей за аренду Тренахи, для начала ребята решили собрать стадион. Вот только пришли, как говорится, ты да я, да мы с тобой. Пришли только мы, да? А дальше все как по старой доброй традиции. Лайки на дорогах, недоумевающий народ и... Уши в клипе, да, сразу? Уши в клипе. Витя даже сел, он говорит, я отвык уже. Но на этом парни не остановились. Прыгнув в Хаммер, ребята решили покошмарить народ уже не на улицах города, а внутри салона, устроившись в Яндекс.Такси. Еще нам надо отбить бутылку из Синтуков 4 и Кока-Колу. Правда, как показала практика, работать на Хаммере не самая удачная идея. Сколько мы заработали? 133 рубля. 133. Нормально, нормально. Спалили 200 где-то. Но зато многие оценили его вытяжку. Потому что это вытяжка, да, сзади? Если еще не смотрели эти два видео, рекомендую посетить канал Альфард Групп. И, конечно же, оценить Тренашка и Хаммер своим царским лайком. Вот как это у многих бывает? Увлечение автозвуком прививает кто? Друг. Не секрет. Автозвук – это болезнь, еще и заразная. Аналогичный случай произошел и с героем нашего сюжета Василием Вишаковым из Оренбурга. История карьеры Васи началась еще со студенческих годов, где он помогал другу Андрею с дискотеками, а далее все плавно переросло в автозвук. Пару лет откатали по соревнованиям на пару как команда, а в 2008 году Вася уже построил свой собственный проект – черную матовую АКУ на 14 колесах по прозвищу Жесть. Отсюда и пошел отчет карьеры как спортсмена. На следующий 2009 год наш герой заменил АКУ на Део Матис, на нем и давил немного и участвовал в SQ. Кстати, в этот же год ездил на Еврофинал в составе сборной России, но призового места там не занял, что и подтолкнуло его целиком и полностью перейти в SPL. Его настолько зацепила атмосфера автозвука, что он стал посещать этапы как на Урале, так и на юге. Подготовив девятку для формата АМТ и АКУ, Вася проехал от Оренбурга до Украины, попутно посещая все возможные форматы, и это все один. И своим ходом на девятке протащил машину из Оренбурга в Украину, посетив по пути все этапы за год. Вот это реально был крутой чувак. Это реально был мега крутой чувак, сейчас в Америке, по-моему, живет. Сейчас, я думаю, вы уже все знаете зеленую Audi, которая находится в составе Team DevBonds в Канаде. После переезда в Канаду Вася мечтал о покупке Audi S4 в кузове универсал. Но, как оказалось, такие кузова популярны только в Европе, а в Северной Америке их просто нет. Но вы думаете, на этом мечты закончились? Найдя обычную Audi A4 с уваренным движком, ребята принялись за свап 3-литрового компрессора, который попутно подвергался тюнингу. В итоге мы видим 3-литровый универсал с мощностью в 450 лошадиных сил, перетянутую зеленую пленку, четкими дисками и, конечно же, 4 315 DevBonds и 2 11800 Апокалипсиса. В роли фронта выступили 7 пар 16 DevBonds и 4 пары пищалок T35 Neo. Результат системы 155,7 на 39 Гц. Кстати, короб на лифтах и приподнимается, открывая доступ к усилителям, питанию и разводке. Ресивер и вовсе пришлось спрятать в задний бампер. В данный момент Василий работает над новым проектом Chevrolet, в котором скорее всего будет BP4 на 12 пятнахах в одной плоскости на компонентах Аватар.
Рустам Касимов не остался в стороне и тоже решил обновить свой конфиг легендарной «Газели» на 2019 год. Хочу подметить, что именно в этой «Газели» в прошлом году был поставлен рез 175,2 дБ на 39 Гц. И страшно подумать, что ждет нас на этот раз. 10 февраля занавес все-таки был приоткрыт. Как мы видим, оформление полностью переработано. На каркас закрытого ящика ушло 70 метров металлического профиля, а поселится в «Газели» 18 12-дюймовых сабов Урал Ультиматум в одной плоскости, где каждый саб, кто вдруг подзабыл, имеет номинал в 4 киловатта. А ведь в прошлом году было 24 саба. Подумайте вы. Но Рустам знает свое дело, ведь для него показать результат это как по сабу ладошкой. Еще сильнее, еще сильнее. Кстати о резе. Приоткроем немного тайну. Система уже с 3 3500 моноблоков показывает рез 172 плюс на 38 Гц. Что? Теперь про ладошку и саб, вы мне верите? Первый выезд, а он запланирован на 4 мая, этап АМТ город Майкоп, будет с 12 моноблоками Урал Децибел 3500. А вот к финалу число моноблоков с 12 увеличится до 36. То есть можно представить, что будет, когда число моноблоков кратно возрастет. Фронт будет построен на 12-13 сантиметровых Урал Патриот Нео. А также Рустам обещает серьезный тыл, где уже сделал небольшой спойлер у себя в инстаграме, каким он будет. Вот так «Газель» становится еще злее и еще мощнее. Ждем с нетерпением 180+. Нива 80-го года выпуска из Астаны от Quantum Sound также прощается со своим старым оформлением на 18 китайских сабах Savay. А ведь это был самый громкий проект в Казахстане, показавший в прошлом году 168+, обставив даже бусик Volkswagen Alphard Казахстан. Этот бусик вы все видели в обзоре у нас на канале. Со слов ребят, работ по автомобилю предстоит немало, вплоть до опускания пола на 7-10 см, изменения формы арок, изготовления новых ниш для аккумуляторов и всех работ по ходовой части. Но и самое главное, сварка нового металлического каркаса, который придет на смену деревянному. Проект будет представлен на монобренде Урал. Как там их девиз? Стильно, модно, молодежно. Не. Просто надежно, мощно. А это 12 штук 12-х Урал Ультиматум, в которых будут раскачивать 12 моноблоков Децибел 3500. Питание останется прежним. Это литий 1000 Ах и 3 генератора. Ребята нацелены именно на повседневный проект, а выезжать чисто стрельнуть и домой, как они сами сказали, не в прикол. И в этом году они уже планируют посоперничать с Фордом Транзит на железе Альфард. Проекты от подписчика. В этой серии «Проекты от подписчика» мы хотим представить проект Volkswagen Passat от студии Шуманет, владельцем которого является спортсмен из Кирова Семен Спицын. Сама история проекта уже по традиции началась с покупки авто, где основным и единственным критерием был важен большой багажник, чтобы можно было разместить как можно больше сабового звена. Несмотря на дыры в днище и криво покрашенный кузов, выбор пал на первый попавшийся Volkswagen Passat в B4 кузове, ведь он полностью соответствовал первоначальным требованиям. Багажник был большим, а кузов все равно рано или поздно пострадает от басухи. Разобрав салон, ребят ждал сюрприз. Багажник хоть и имел нужный размер, но из-за сильного перехода пола под задними сиденьями собрать хороший гроб, как и планировалось, на таком количестве сабов, да чтоб еще и проходил в такие форматы, как Гибидрак и Раска, не получится. Поэтому принято было решение построить БП-4. Далее все как по шаблону. Шумоизоляция, прокладка проводки, сварка и обшивка клетки фанерой. Интересным моментом стала кастомизация сабвуферов Момо. Те характеристики, которыми обладали сабы с завода, ребят не устраивали. Поэтому, заказав у Оборина необходимые комплектующие, а это доп. Пакеты шайб и плоский алюминий, перемотав катухи, нужных характеристик достичь удалось. Но, как оказалось, это уже не имело особого смысла. Изначально в БП-4 планировалась установка сабвуферов в количестве 10 двенашек, но, получив консультацию от Коли Рябова, система увеличилась до 12 и получила размещение так называемой буквы Г. Первый раз крутили сабы.
Смотрится, конечно, очень внушительно на 12 винах. А теперь возвращаемся чуть-чуть назад. Почему эти операции особого смысла и не имели? После первых запусков система хоть и стала выдавать 158+, но давление в камере ZIA было такое, что просто начало рвать корзину у сабвуферов, а до этапа раски оставалась 1 неделя. Поэтому в срочном порядке было принято решение приобрести сабы не на штампованной корзине, а на литье. Здесь и выбор пал на сабы от компании Aura, и не прогадали. На различных этапах ребята смогли показать рез, уйдя за 160+, завоевать приличное количество кубков, а также получить прозвище «Самый бюджетный 160», ведь один саб стоит в пределах до 6000. 12 вина Шикаур, сабвуфер, который стоит 6 тысяч рублей. Сейчас по акции 5100. Ебенит на все деньги, да? 160, Семен, ведь есть. 160 сверху. К сожалению, на этот сезон проект Passat закрыт, но не стоит отчаиваться, ведь ребята готовят совместный, всем уже известный проект 11-ю бестию, которая по предварительным данным будет иметь 12 двенашек Урал Циклон в оформлении BP4. Но к ней мы еще вернемся. Как ребята воплотят задуманное в реальность. О новинках. Pride Car Audio на новый сезон порадует новым железом. Diamond и W серия теперь будут и версии на 10 дюймов. Информация по характеристикам пока в секрете. Знаем лишь, что вес W10 составит около 5 килограмм. Многие, конечно, порадовались новинкам, но не обошлось без сарказма. Ранас комментирует. Шел где-то 2030 год, скоро выйдет соло 18. Audi Style 05. Вот подстава, переделываем карты. И Чокан 93 Грегор. Сходу Мишеем отправить на убой. Ну да, к Мишеем это как на скотобойню, живым оттуда хрен вернешься. Давай, брат, ждем! Десятки! Ох, нехило! Метр соберем на них! А судя по остальным комментариям, компания Pride действительно смогла заинтересовать народ новинками. Остается лишь ждать. И как прокомментировал Тимур Хаспулата 87, если Pride готовит к лету, значит видим в следующем году, не раньше. Не хотелось бы, если честно, завершать этот выпуск на непозитивной ноте, но вы должны знать о случившемся. Да, я про ту неприятность, которая случилась с гаражом Team Stradivari Original. В ночь 11 февраля, буквально за 2 часа, прекратил свое существование гараж Team Stradivari Original. Причиной тому послужил пожар. Буквально за 5 минут, то есть вынести ничего не успели. Именно здесь строились топовые проекты, которые показывали одни из лучших в мире результатов. Причины возгорания пока до сих пор не установлены, как и точные потери. Их тут лежало порядка 10 штук. Также лежали 37 800 усилители, 7 800. Но, как вы сами видите на кадрах, мало что уцелело. Броневик, который готовился всю зиму и имел результат 183 дБ, именно этот результат позволил бы ребятам занять строчку в топ-3 мирового рейтинга, даже слов нет. Смотрите, оплавились. Такая температура вот была, я уже говорил. Ну вот посмотрите, это задний диск. Вот диск спереди. Вот, просто все уничтожено. Полностью сгорел и Dodge, в котором стояло 6 топовых 21-х сабвуферов. Его оставалось только дособрать. Все было готово. Этот гараж подарил России огромное количество рекордов, эмоций и спортивного духа. К сезону 2020 ребята постараются восстановить гараж и продолжить радовать нас чемпионскими проектами. А пока предстоит еще много работы. Но, к сожалению, не единственная неприятность, случившаяся с Альфард Групп. На следующий день в городе Уфа загорелся автоцентр Корея Авто, в котором по соседству находится фирменный магазин Альфард Групп. К счастью, до появления огня ребята успели освободить помещение, а также пожарные не дать огню зацепить магазин. А сейчас я хочу сказать огромное спасибо тем, кто всячески поддерживал ребят словом, а также предлагали свою помощь. Мне самому много писало с предложением хоть чем-нибудь помочь. Но давайте поддержим не ребят, они передали, что справятся своими силами. А девушке Лере.
Она из города Самара и тоже увлечена автозвуком. В 2018 году она попала в страшную катастрофу, вы все сейчас видите на кадрах. И сейчас ей нужна ваша помощь. Давайте все вместе объединимся и выручим товарища в беде. Ссылку на Леру я оставлю в описании. А это были громкие новости на канале Loud Sound. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Стас. Всем пока. Живите громко.